Итак, вышла новая 6-я серия Дома Дракона, и кто бы мог подумать, что мы будем с таким нетерпением ждать понедельники. На текущий момент сериал уверенно ворвался на первые строчки рейтингов, а те, кому не терпится узнать, что же будет дальше, сметают в книжных магазинах пламя и кровь. Но давайте не будем забегать так далеко вперед и разберем, что же нам показали в 6-м эпизоде. И снова создатели сериала решили не снижать градус напряжения, и сразу же после вступительной заставки мы видим новую, взрослую Рейниру, как бы выразиться помягче, в самый интимный момент. У принцессы рождается третий сын, у которого так же, как и у старших братьев, не наблюдается валерийских черт. Все мальчики темноволосые и похожие на любовника принцессы. Впрочем, думаю, вы заметили, что этот факт никого совершенно не удивляет. Ворвавшийся в покой Лейнар беззаботно интересуется, мол, сын, ну и отлично. С момента их свадьбы прошло 10 лет. Пара продолжает играть свои роли, и каждый из них занимается тем, что ему больше по душе. Принц развлекается со своими фаворитами, а Рейнира кажется вполне счастлива с грозным Харвином Стронгом. Проблема лишь в том, что весь замок догадывается о нюансах взаимоотношений этой троицы, и только король не замечает или не хочет замечать очевидных вещей. Но если большая часть Красного замка предпочитает помалкивать, то Алисента на протяжении нескольких лет пытается доказать королю, да и остальным, что все дети Рейниры бастарды. Сцена, в которой она приказывает сразу же после родов показать ей дитя, а Рейнира самолично отправляется через весь замок, оставляя за собой кровавый след, конечно, может шокировать своей откровенностью. И вообще эта серия отличается крайне натуралистичным изображением, и что немаловажно, озвучиванием всяких биологических процессов, которые редко можно увидеть на экранах. Все эти хлюпанья, ломающиеся в драке носы и звуки перерезаемой пуповины могут даже внушать отвращение, но такова реальность. Алисента реагирует на ребенка равнодушно и даже с неким злорадством. Зато король счастлив появлению внука. Наконец-то его мечты о большой дружной семье воплощаются в жизнь. Правда, пока что со вторым пунктом проблемы, но Визерис как может успокаивает и пытается примирить своих самых близких женщин, вражда которых за это время только усугубилась. Когда чуть позже дети Алисенты и Рейниры обучаются владению мечом, король с надеждой рассуждает о том, что беззаботные юношеские годы должны укрепить отношения между детьми и положить конец противостоянию черных и зеленых. Визерис, похоже, искренне верит в то, что кровное родство важнее престола наследия, и главная сила Таргариенов в их единстве, а кто из них конкретно правит 7 королевствами, не более чем формальность. Да уж, к сожалению, Визерис, хоть твой план и кажется идеальным, ты очень сильно ошибаешься. Тем временем болезнь уже лишила короля руки, и несмотря на свой еще далеко не преклонный возраст, выглядит Визерис крайне удручающе. Но давайте обратим внимание на новую Алисенту. Откровенно говоря, ее требование предъявить младенца выглядит издевательским, а навязчивая идея раскрыть истинное происхождение детей Рейниры чистой воды паранойей. Подобное впечатление складывается еще и потому, что Оливия Кук для зрителя пока что не прочитанная книга, и к ней еще не успело сформироваться хоть какое-нибудь отношение. На самом деле Алисента не была такой уж злобной стервой, и все 10 лет, которые разделяют 5 и 6 эпизоды, она оставалась прекрасной матерью своим детям. Правда, за воспитанием старшенького она все же не уследила. Конечно, молодую королеву точит злоба за некогда лучшую подругу, хоть по книгам они таковыми и не являлись из-за разницы в возрасте. Но сейчас мы говорим о сериальном персонаже. Алисента принесла свою жизнь в жертву долгу, и единственной отрадой для нее остались ее дети. Она была вынуждена смириться с отставкой и изгнанием своего отца Отто Хайтауэра, потому что так требовала корона. Делить постель с дряхлеющим мужчиной, который разлагается заживо, и рожать ему наследников, потому что так требует корона. При этом сама корона, как мы знаем, вскоре будет принадлежать Рейнире, которая в то же время ни в чем себе не отказывает и сама выбирает, с кем ей крутить романы и заводить детей. А если учесть, что наличие альтернативных наследников всегда будет угрожать власти будущей королевы, не исключено, что Рейнира поспешит избавиться от них сразу же после коронации. Если Рейнира придет к власти, ты можешь лишиться самой жизни, потому что ты первый сын короля. И вот, подпитываемая страхом за благополучие детей, Алисента пытается укрепить их права единственным доступным ей способом – доказать, что дети Рейниры рождены не от законного мужа. Впрочем, между детьми пока не наблюдается явного противостояния, и они, как обычные подростки, то ссорятся, то мирятся, вместе подшучивают друг над другом. Выделяется разве что старший сын Алисенты, Эйгон, не в меру эгоистичный и высокомерный парень, который подстрекает младших на всякие шалости. И хоть часть зрителей уже успела поставить его по степени отвращения в один ряд с Джоффри, из диалога с матерью мы понимаем, что он, конечно, гаденький, но не желает никому зла и по большому счету еще совсем ребенок.
Кстати, Алисенту в погоне за правдой вообще не волнует, за каким странным занятием она застала Эйгона. В диалоге с дочерью, которая явно не от мира сего, она также прокручивает собственные навязчивые мысли и тревоги, в то время как девочка пытается рассказать матери о своих увлечениях. При этом королева не забывает сцеживать яд и на голову Лейнару. Алисента язвительно подшучивает над ним по поводу очередного непохожего сына, которого к тому же называют память о погибшем любовнице принца. В книгах Лейнар хотел назвать этим именем и предыдущих сыновей, но в первый раз ему отказал морской змей, заявив, что валерийцам не пристало называть детей такими именами, а во второй сама Рейнира. Думаю, очевидно, что этот персонаж скорее проходной, и особого влияния на сюжет он не окажет, но сложно не отметить, что он по-своему любит и заботится о супруге, искренне сочувствуя ее страданиям и боли во время родов. При этом он учтиво оставляет Рейниру наедине с Харвином Стронгом, чтобы дать им разделить радость от рождения сына. Хотя это и не типичный брачный союз, пожалуй, отношения в этом треугольнике куда честнее и уважительнее, чем у большинства. Любовника Лейнара мы пока не рассматриваем как полноценного персонажа, он еще никак себя не проявил, и так же как принц-консорт полностью подчиняется воле и решениям Рейниры, которая пока что просто позволяла им жить своей жизнью. Десятилетняя история отношений между Рейнирой и Харвином Стронгом тоже осталась за кадром, но, как говорят, этот союз был по-настоящему счастливым. После свадьбы Рейниры Харвин стал первейшим из черных и неотлучно находился с принцессой на пирах, балах и охоте. Септон Юстас упоминал, что и сир Лейнар, и сир Харвин находились у постели Рейниры во время рождения детей, в то время как в сериале Лейнар кутил где-то в блошином конце, а сир Харвин приглядывал за старшими детьми. Правда, как мы уже догадались, история Харвина Стронга после этого эпизода окончена. Вскоре после инцидента на тренировке принцев его лишили должности капитана Золотых Плащей и отправили в Харренхолл. Чтобы пресечь дальнейшие распри и положить конец гнусным слухам и низкой клевете, король Визерис велел, что защитником принцессы будет служить сир Эрик Каргил из Королевской гвардии, и также установил наказание в виде вырывания языка для всех тех, кто впредь будет называть его внуков Стронгами. Тем временем наш старый знакомый Кристен продолжает удерживать статус короля драмы. Даже по истечении 10 лет он все еще злится на Рейниру. Сценаристы, кстати, решили умолчать, каким образом он избежал наказания после убийства на королевской свадьбе, но в первоисточнике за него заступилась королева Алисента, и с того момента Коль стал ее личным защитником. В книгах встречаются разные мнения, связывали ли их с королевой любовные отношения, но на фоне бастардов Рейниры эти слухи были несущественны. Итак, Кристен намеренно спровоцировал Стронга, да еще и на глазах у короля. Было ли это спланировано Алисентой или же являлось личной инициативой оскорбленного рыцаря, неизвестно. Но для десницы и родного дяди детей Рейниры Лионеля Стронга стало очевидно, что хлипкое благополучие в Красном замке закончилось. Как верно замечает второй сын Стронга Ларис, который тоже, к слову, близок к королеве, репрессированный десница Отто тоже является лицом заинтересованным и дедом королевских наследников. При том, что сам Мартин характеризует и Хайтаура, и Стронга как действительно умных, талантливых управленцев, преданных королю и короне, так или иначе их личные инициативы всегда будут зависеть от родственных связей. Если вы досмотрели серию, а она, к слову, пока что самая длинная во всем сезоне, то, наверное, догадались, что и фаворит Рейниры, и Десница погибли. В книгах существует много версий, начиная с того, что с тех пор, как Эйгон Завоеватель сжег замок пламенем Балериона, Харренхолл считается проклятым, и многие обитатели и гости замка были убеждены, что в нем до сих пор можно встретить привидение Харрена Хора и его сыновей, сгоревших заживо. Поговаривали, что к поджогу мог быть причастен морской змей, оскорбленный, что его сыну наставили рога, и заканчивая тем, что никакой мистики в этой трагедии не было, а приказ тайно отдал сам Визерис, желая скрыть улики, которые порочат его любимую дочь. Однако в сериале все очень однозначно. За происшедшим явно стоит Ларис, в чем он признается королеве. Алисента закономерно приходит в ужас, ведь этот человек сжег собственную семью, потому что она хотела избавиться от Десницы и насолить Рейнире. Конечно, у Лариса мог быть и свой интерес. С этого момента он становится наследником и лордом Харренхолла. Какие цели преследовал загадочный и пугающий Ларис, нам еще предстоит узнать, но полагаю, нет никаких сомнений, что он на стороне Алисенты. Также в этом эпизоде нам показали Деймона, который, похоже, вполне счастлив со второй женой Лейной. Пара уже обзавелась детьми. Красавица-жена разделяет авантюризм мужа, и они лихо зажигают на драконах на потеху публики в тех городах, где останавливаются. Да, долгое время Деймон и Лейна путешествовали и беззаботно наслаждались теплыми приемами, которые им, как королевским особам, охотно оказывали в Валантисе, Ройне и Пентасе. Несмотря на видимое благополучие, Деймон все же тоскует по столичной жизни и с тревогой реагирует на новости об очередном бастарде Рейниры.
Хороший вопрос. Любил ли он свою жену, такую же безрассудную, как Виларионы, и прекрасную, как Таргариены? Источники в этом вопросе расходятся во мнениях. Одни говорят, что Дэймон и вправду влюбился с первого взгляда и впоследствии тяжело переживал потерю жены. Другие же полагают, что принц таким образом нашел способ обеспечить свое возвышение и даже убил первого жениха Лейны. Во время родов Лейну настигает то же проклятие, что и первую супругу его брата. Но Дэймон запрещает мейстерам провести операцию, чтобы спасти ребенка. Не совсем понятно, как истекающую кровью Лейну отпустили ночью из замка и куда дели все повитухи, однако она решает прекратить свои мучения, пламенев Хагар. В книгах эта история рассказана несколько иначе. Ребенок все же появился на свет, но погиб вскоре после рождения, а изнурительные роды и горе утраты окончательно помутили рассудок принцессы. Принц Дэймон вылетел на драконий камень за более опытным мейстером, в то время как у постели умирающей Лейны все это время оставалась Рейнира. Увы, мейстер Джерардис опоздал. В последний час жизни, как говорят, Лейна поднялась с постели и пересекла комнату, желая добраться до Вхагар и отправиться в последний полет, прежде чем расстаться с жизнью. Но силы покинули ее практически сразу. Дэймон отнес супруга обратно на постель, и принцесса Рейнира до зари сидела с ним над телом погибшей жены и утешала Дэймона в его горе. Однако сценаристы решили оставить Рейниру в Королевской гавани. Кстати, кто-то может возмутиться, мол, что это за серия такая, сплошные роды. Но на самом деле это именно что канон, в отсутствии которого так любят упрекать сериальщиков. Более того, в этот период очередной ребенок появился также и у Алисенты. Очень порадовало развитие темы с драконами и драконьими яйцами. Во-первых, наконец-то нормально объяснили, зачем их клали в колыбели детей Таргариенов. Рассказали о том, что не всегда из них вылупляются дракончики, и это совершенно не зависит от чистокровности. Например, у всех троих детей Рейниры драконы проклюнулись. Также было уделено внимание тренировкам и вопросам содержания драконов. Во время событий Игры престолов драконов всего было 3, так что эта тема поднималась лишь пару раз, и то в контексте питания. Здесь же мы видим специальных людей, которые обучают дрессировке и драконью яму, в которой и содержатся как детеныши, так и более взрослые особи. Вы же не думали, что драконы свободно летают над Королевской гаванью? Событий действительно было показано много, но центральной сюжетной линией, как понятно из названия, должно стать нарастающее напряжение между Рейнирой и Алисентой. В следующий раз они встречаются в Малом Совете, чтобы обсудить тревожные новости со ступеней. Поначалу Рейнира демонстрирует свою силу и решительность, упрекая остальных в том, что вовремя не были организованы укрепления после похода Дэймона, из-за чего сейчас ситуация вновь обостряется. Кстати, оказывается, эти шары, которые участники Совета вертят в руках, всего лишь фантазия декоратора, которой показалось, что эти забавные вещицы, найденные ею где-то на барахолке, прекрасно подойдут в качестве предмета интерьера, так что никакой роли они не несут и для голосования не используются, по крайней мере пока. Далее Рейнира предлагает женитьбу между своими детьми и детьми Алисенты, в попытках удержать хрупкий мир и сохранить текущее положение дел, но что-то мне подсказывает, что никакой помолвки не будет, и принцесса со своей семьей принимает решение перебраться на драконий камень. У меня сложилось впечатление, что сценаристы написали историю главных персонажей в этой серии крупными мазками, лишь обозначив ее направление, и вместе с тем детально сосредоточились на тех персонажах, которые в дальнейшем будут играть важную роль в противостоянии черных и зеленых. Если Ларис до сегодняшнего дня казался странноватым парнем, который в силу своего увечья выбрал оружием интриги, то теперь он стал чуть ли не монстром воплоти. Чего только стоят сцены, в которых он вербует преступников в тюрьмах и отрезает им языки, чтобы они ничего не разболтали. Сир Кристен вообще стал идеальным орудием мести в руках Алисенты. Правда, его поступки все еще не отличаются логикой, но посмотрим, что будет дальше. А вот к Сиру Харвину зрителям даже не дали привыкнуть, и по сути полноценно он присутствовал лишь в одной серии. Многие события пока что не очень увязываются между собой, мотивация отдельных персонажей тоже под вопросом, и я думаю, что так происходит из-за слишком большого перерыва в 10 лет. Начиная с этого эпизода уже не будет таких скачков во времени, это окончательный актерский состав, ну разве что дети Алисенты и Рейниры подрастут. Времена меняются, и век короля Визериса уже недолог, а с его кончиной борьба за железный трон наконец начнется в полную силу. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание, скоро увидимся, пока.